Азербайджан обеспокоен тем, что Армения может получить десятки миллиардов долларов дохода от реализации проекта «Перекресток мира». Об этом заявил премьер-министр Никол Пашинян в ходе конференции «Перекресток мира. Объединяя безопасность и демократию» в Ереване. Пашинян отметил, что, по мнению Азербайджана, эти доходы могут быть использованы для повышения обороноспособности Армении, которая, по мнению Баку, может быть направлена против Азербайджана. Однако эти опасения можно развеять, поскольку Армения неоднократно заявляла на самом высоком уровне, что не имеет никаких амбиций в отношении Азербайджана. По мнению Пашиняна, заявление Азербайджана о снятии блокады приводит к сценарию, согласно которому Азербайджан хочет использовать транспортную инфраструктуру Армении, но при этом оставить Армению в блокаде, что для Армении неприемлемо. Нигде в трехстороннем заявлении от 9 ноября не указано на то, что какая-либо суверенная юрисдикция Республики Армения будет каким-либо образом ограничена, или что какая-либо другая страна установит контроль над 1 квадратным метром территории Республики Армения. Такого вообще не может быть. Поэтому обратимся к трехстороннему заявлению от 9 ноября 2020 года. В этом документе имеются различные аспекты, потому что один пункт трехстороннего заявления нельзя рассматривать отдельно. В нем имеются 9 пунктов. Теперь разберемся с остальными пунктами. Где сейчас находится Лачинский коридор? Где находятся миротворцы, которые, согласно трехстороннему заявлению, должны были быть размещены в Нагорном Карабахе? А где 7-й пункт трехстороннего заявления, в котором говорится, что вынужденные переселенцы и беженцы возвращаются на территорию Нагорного Карабаха и соседние регионы под контролем Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев? Почему вынужденные переселенцы и беженцы не возвращаются в Нагорный Карабах? Все это вытекает из трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 года. Почему это не происходит? Не говоря уже о том, что написано, что осуществляется обмен военнопленными, заложниками и другими удерживаемыми лицами, а также телами погибших. В Азербайджане много трубят об этой проблеме, и мы понимаем важность вопроса о пропавших без вести. Поведение Азербайджана показывает, что Азербайджан хочет использовать коммуникации, проходящие через Армению, а не открывать свои собственные, держать Армению в блокаде. Естественно, для Армении это неприемлемо, заявил премьер-министр Никол Пашинян. Пашинян подчеркнул, что Армения готова обеспечить связь между западными территориями Азербайджана и Нахичеваном, напомнив, что если Армения не захочет предоставлять связь на его условиях, то Азербайджан готов использовать для этого территорию Ирана. Очевидно, что этот вариант приемлем для Азербайджана. И мы также говорим, что Армения готова обеспечить связь между западными районами Азербайджана и Нахичеваном точно на таких же условиях. Это очень важный акцент для прояснения ситуации. Более того, мы говорим, что готовы обеспечить определенные упрощения перехода и контроля за этой связью в рамках взаимности, равенства, суверенитета и юрисдикции стран, сказал Пашинян, добавив, что это очень конструктивное предложение. Он также добавил, что Азербайджан не желает принимать предложенную правительством Армении программу «Перекресток мира», так как обеспокоен тем, что Армения воспользуется этой экономической выгодой для укрепления собственной обороны. Но мы заявили на самом высоком уровне, что признаем территориальную целостность наших соседей, и у нас нет агрессивных планов. Более того, мы не собираемся освобождать оккупированные части суверенной территории Армении военным путем, отметил он. Проект «Перекресток мира», разработанный армянским правительством, подразумевает разблокировку транспортных связей с Азербайджаном и их интеграцию в инфраструктуру всего региона. Представленный Арменией проект «Перекресток мира» с течением времени все более приобретает глобальное значение, объединяя безопасность и демократию. Премьер-министр Никол Пашинян подчеркнул, что из-за событий в Украине возникли проблемы с транспортировкой грузов и пассажиров, что увеличивает значимость проекта. Потоки из промышленных регионов, которые ранее шли через Россию, теперь ищут новые пути на крупнейшие рынки. Основная идея проекта заключается в том, чтобы Армения предложила свои услуги для продвижения товаров с востока на запад, с запада на восток, с юга на север и наоборот. Это включает в себя потребности стран Центральной Азии в импорте и экспорте, подытожил Пашинян. Отметим, что многие известные международные политики сделали заявление по поводу выступления Никола Пашиняна.
Я уверен, господин премьер-министр, что ваша идея «Перекресток мира» – блестящая идея. У нас была схожая ситуация в Европе после 2 мировых войн, однако мы извлекли урок из всего этого и рады, что после 1950 года мы имеем дело с демократическими странами в Европе. Ситуация в этом регионе не аналогична, ваша проблема сложнее, но мы хотим поддержать вас в этом вопросе. Тогда у нас была поддержка американцев, теперь пришло время европейцам поддержать вас в вашем стремлении к вашим целям, заявил немецкий политик Эльмар Брок. В Совете партнерства, в котором присутствовал министр Мирзоян, инициатива Армении была воспринята как открытие транспортных маршрутов и взаимность, являющаяся основой перекрестка мира. Я также присутствовал год назад, когда премьер-министр представил эту инициативу. Мы получили от ЕС четкие указания по развитию отношений между ЕС и Арменией, поскольку существует совместная политическая приверженность и общие ценности. ЕС поддержал ряд реформ, как институциональных, так и процедурных, а также мирные инициативы, заявил глава делегации ЕС в Армении, посол Василис Марагос в ходе конференции «Перекресток мира, объединяя безопасность и демократию». На фоне всего этого Министерство агрессии Азербайджана заявило следующее. «Наша главная цель – наращивание военной мощи и боевых возможностей, а также подготовка профессиональных кадров», заявил глава Минобороны Азербайджана Закир Гасанов. Утром в субботу в Министерстве обороны Азербайджана под руководством Закира Гасанова состоялось служебное совещание в формате видеоконференции. После минуты молчания в память Гейдара Алиева Гасанов поставил конкретные задачи, связанные с поддержанием боеспособности войск, повышением бдительности и готовностью принять превентивные меры против возможных провокаций на условной границе. Это министр обороны страны, которая постоянно жалуется, что Армения укрепляет свою оборону, в то время как риторика Азербайджана строится на угрозах, ультиматумах и дезинформации. То есть, что получается? Рейхсфюрер Министерства агрессии Абшерона созвал руководство для обсуждения готовности к превентивным мерам против провокаций реваншистов. Наш ответ Азербайджану. Я уже неоднократно предупреждал, если граница условная, то она будет условной в обе стороны, с безусловными последствиями. Уровень оснащения армянской армии позволяет ей ответить не иллюзорно, а весьма реально. А также Министерство лицемерия Абшерона продолжает действовать как невинная овечка. Оно ссылается на 9-й пункт трехстороннего заявления, касающийся открытия коммуникаций. Однако все игнорируют предыдущие 8 пунктов, которые были похоронены усилиями Азербайджана и России. Представитель Европейского Союза по вопросам внешних отношений и безопасности Петер Стано, комментируя заявление начальника Генерального штаба азербайджанской армии, что якобы развертывание наблюдателей ЕС в Армении препятствует армяно-азербайджанскому урегулированию, сообщил азербайджанской службе «Свобода», что Европейский Союз проинформировал азербайджанские власти о своей наблюдательной миссии в Армении и готов к дальнейшему сотрудничеству с Азербайджаном. Петер Стано в интервью «Радио Свобода» также отметил, что Брюссель полностью поддерживает все усилия, направленные на установление долгосрочного мира между Арменией и Азербайджаном. Делитесь своим мнением в комментариях и подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропустить важнейшие новости мира и нашего региона.